пожалуй, самой своей большой ошибкой считаю поиск одобрения на стороне и зависимость от чужого мнения, которые преследовали меня на протяжении долгого времени. На данный момент вижу, что это чувство может повлечь страшные изменения в личности и стать большой проблемой. Эгоизм опустошает душу и делает человека слабее. Вся наша культура построена на воспевании искусственного «я», которое люди несут перед собой, словно торт, которым норовят запустить оппонента в лицо. А победившим в этом цирке считается тот, у кого его искусственное «я» жирнее. Таким образом нас обезличивают и превращают в серую массу, послушную и податливую. Люди часто ищут опасность в физическом мире и даже не задумываются о том, что основное оружие массового поражения нематериально в буквальном смысле. Когда человек начинает что-то из себя строить, он в первую очередь разрушает то, что могло бы развиться в нем естественно и без вмешательства культурной среды, которая так и норовит поселить в нас семена сомнений в нашей природе. И пока мы не осознаем собственного единства, демоны так и будут строить новые иерархии и играть с нами в свои игры. Единственное, что я могу им сделать, это поблагодарить, поскольку именно по причине их стараний я каждый день нахожу новые тропинки к свету. Эта игра вряд ли когда-то прекратится, но я точно знаю, что с каждым днем они все больше и больше будут в проебе. В своих работах я зачастую обнажаю природу тех чувств, которые нам активно стараются навязать служители пирамид. И каждый сам вправе выбирать, быть ли ему пищей. Но единственный верный метод человек должен открыть себе сам. Присутствие тьмы в этом мире все еще не исчерпало собственной надобности. Культ успеха и быстрый контент – самое разрушительное оружие нашего времени. Люди редко задают себе вопросы: над чем я смеюсь, от чего мне грустно, чему я завидую, кто мне это все дал, зачем, какое количество чувств я пережил за последние 10 минут и что послужило причиной их появления. Большинство пребывает в перманентном трансе и порывах впарить и не быть впаренными. Но я надеюсь, это не навсегда. Мало кто хочет принимать ответственность за свои необдуманные действия. Сам помню себя инфантильным бомберком, которому нравится гулять и ничего не делать. Просто однажды понял, что так продолжаться больше не может, иначе все, крышка. Но точной схемы мне, как всегда, никто не предоставил, а если пытались что-то донести, то это еще больше сбивало с толку. Так продолжалось довольно долго и, возможно, продолжилось бы дальше, если бы не ряд шокирующих происшествий в моей жизни, которые мне кто-то подарил, скорее всего, я сам. Никакая мистика и никакая эзотерика не поможет человеку обрести себя. Многим так сильно хочется чем-то обладать, но как вы хотите обладать этим, если не обладаете собой? Ваше ли это желание? Я совершенно не идеальный человек, и многим близким успел доставить ряд дискомфортных ощущений. Особенно повезло родителям, переходный возраст был веселым. Грешам тоже досталось, но без всего этого опыта, что я успел получить, я бы не был собой. В памяти остаются только фрагменты событий, чьи-то фразы, некогда услышанные, внесшие некое потрясение в наше сознание. И из этого строится общая картина опыта, которую я переношу в свои работы. Своего рода сэмплирование реальности с прогонкой через персональный фильтр. Люблю гранулярный синтез за его, на первый взгляд, непредсказуемость, но даже он подчиняется определенным законам логики. Благодаря отцу я увлекся музыкой, мог бы стать специалистом узкого профиля, пополнить ряды каких-нибудь оркестров, но подобные перспективы меня почему-то не привлекали. Помню, как отец принес домой, когда мне было 11, пластинку дуэта Аутекер «Инкунабула». Это стало своего рода порталом в мир электронной музыки, и меня затащило. Со временем я встретил много людей, много единомышленников, много разных подходов в этом деле, и не устаю восторгаться манере многих создавать музыку, с некоторыми у нас проекты.
Объединить визуальную часть творчества и звук, студийную и уличную деятельность помог, пожалуй, мой переезд в Королев. Я поселился в очень уютном районе, где потребность в уединении решается достаточно быстро. В этом городе очень крутая граффити-сцена и много креативных людей, которые сделали большой вклад в развитие уличной культуры. Рядом с ними появилась мотивация меняться, расти, развивать разные подходы. Многие жители окрестных городов выделяют даже такой феномен, как королевское граффити. Здесь находится центр управления космическими полетами, и, судя по всему, связь с космосом настолько налажена, что это сказывается на населении. Не устаю благодарить судьбу, что некогда посчастливилось стать жителем этих мест. Хотя местным я себя до конца не считаю, так как не хотелось бы оказаться обусловленным вообще чем-то. Жаль, не всегда получается. Самым главным своим ресурсом считаю время. И не уверен, что до конца научился им распоряжаться, хоть и регулярно стремлюсь все упорядочить. Вселенная стремится к абсолюту, и мы обязаны ей помогать в этом. Я с улыбкой встречаю большинство испытаний, что мне подкидывает пространство, и сила моя не иссякнет. Останется даже после моей смерти, которую я готов принять в любой момент. Человек живет тогда, когда он меняет мир, и пусть я не самая влиятельная личность, но рад, что сумел достучаться до некоторых. Людей ценю за непосредственность, некую аналоговость каждого. Всегда обижал от уравниловки. В кадетском корпусе меня за это недолюбливали. Сейчас на лайне я не пользуюсь особой популярностью по весьма мне понятным причинам. Посему железо не мой конек, но сюрпризы еще будут. Постоянно вспоминаю эту фразу, что все мы равны, но некоторые равнее. Но у этого общества нет общего фокуса на цели. Каждый просто старается удовлетворить потребности, и дальше этого залезают очень немногие. Мало кто задумывается о таких вещах, как предназначение, миссия. Альтруизм – самое привлекательное качество в людях, на мой взгляд, хоть и редкое, но самое дорогое. Я никогда не буду с толпой. Толпа неблагодарна и неблагородна в своей сути. Полуэлитарное общество уже на краю обрыва, и ни для кого это не секрет. Поэтому все больше дьявольских усмешек и сарказма в подрастающем поколении толпарей. Но и больше самородков и гениев, которые скоро будут светить ярче, чем все эти надувные клоуны. И не надо уходить в лес, надо развиваться, набивать шишки, учиться на ошибках и расти. Надо объединяться и дружить, помогать тем, кто запутался, и вместе открыто плевать в лицо фальши и лицемерию. Тогда тьма отступит. Нас все время хотят разделить, доказать нам, что мы не такие, как все, особенные. Но все делается ради того, чтобы человек был одиноким, якобы никому не нужным, и им было легче рулить. Это и есть психическая операция. Это и есть пси-оп. И неважно, каким аппаратом она совершается, целью этого одна. Пасти всех как овец, контролировать каждый шаг, каждый вздох, каждую мысль. Но для этого нам избивают прицел, закидывают рекламой и лишними желаниями. Как часто вы думаете о сексе? Как часто о еде? Правильно ли вы спите? Правильно ли дышите? Ту ли пищу просит ваш организм? Важно ли вам мнение тех или иных людей и почему? Кому будет лучше, если вы поменяетесь? И в ту ли сторону? А вы точно свободны, ребят? А кто вы?